Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Помните эти ногти? Сегодня им 2 месяца и они в очень плохом состоянии, так что пора делать коррекции. Те, кто постоянно смотрит мой канал, уже знают, что это ручки моей мамы, которая живет очень далеко и с коррекциями ей не часто везет. В прошлый раз мы оставили длину, так как думали, что коррекция будет раньше, но из-за обстоятельств мама опять очень переносила покрытие. Мастера пытались маме подремонтировать ногти, чтобы она смогла мне их довести. Когда в прошлый раз вышло видео с мамиными ногтями, со всех сторон на меня полетели тапки. Мол, там зеленые ногти, как вообще можно было делать коррекцию? Прочитав первые комментарии, я просто обомлела. Какая зелень, про что все пишут? Пересмотрев видео много раз, я увидела, что при снятии просвечивается свободный край натурального ногтя. А из-за того, что он темный и при ярком свете лампы, получился такой эффект. Знаете, за все время, когда я делаю маме маникюр, уже привыкла, что у нее темный свободный край ногтя. И это не из-за того, что там грязь, а просто такая структура ногтя. Если вы работаете с большим количеством клиентов, то вам 100% попадались девочки, у которых внутренняя сторона ногтя очень пористая, и вычистить какой-нибудь пигмент просто нереально. Признавайтесь, девочки, у вас есть такие клиенты? Пишите в комментариях под видео. Я уже убрала весь старый материал. Для этого использовала массивную твердосплавную фрезу с черной маркировкой. Сняла почти весь акрилатик, так как материал уже давно нужно было полностью заменить. К тому же за это время образовалась куча воздушных карманов, которые нужно хорошо зачистить. Пилкой 240 грит сняла остатки материала. Для раскрытия проксимальной складки использую пушер. Пока я работаю, вы не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал и, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Будем развиваться и учиться чему-то новому вместе. Фрезой пуля с красным маркером сначала на форварде, а потом, переключив на реверс, очищаю зону кутикулы и боковых валиков. Скорость вращения фрезы примерно 15 тысяч оборотов. На форварде моя фреза движется по часовой стрелке, а на реверсе против. Кутикула достаточно сухая, так что фреза справляется со своей задачей. У мамы и так очень сухая кожа на руках, а тут еще и случайно сегодня в сумке пролилось очень агрессивное химическое средство для кухни. Воды рядом не было, а влажные салфетки не спасли, так что кожа рук сегодня вообще в ужасном состоянии. Когда на поверхности ногтевого ложа ничего не мешает, приступаю к нанесению вспомогательных жидкостей. Изначально наношу дегидратор, а потом бескислотный праймер. Даю праймеру подсохнуть на воздухе секунд 30. Теперь наношу базовое покрытие. Использую универсальную базу от Coty. Наношу сразу на все 5 пальчиков и отправляю в лампу на секунд 30. Сегодня коррекцию буду делать гелем. Мне не очень нравится этот гель, так как в банке он красивого розового оттенка, а при полимеризации становится каким-то очень бледно-бежевым. В общем, для выкладных френчей его я больше не использую. А вот под покрытие гель-лаком он отлично подойдет. Единственное, он очень печет в лампе. Распределяю равномерно гель-желе по всей ногтевой пластине и отправляю в лампу до полной полимеризации. Когда материал высох, вытираю липкость и приступаю к опилу.
Перевернув ручку, из-под смоделированного ногтя выпиливаю натуральный ноготь и лишний материал. Использую керамическую фрезу. Фрезой елка сглаживаю переход от искусственного материала к натуральному ногтю в зоне боковых валиков и кутикулы, а также делаю основной опил по всей поверхности ногтя. Пилкой 180 грит опиливаю поверхность. Сглаживаю все неровности после опила фрезой. Придаю форму торцу и подпиливаю нижние параллели. Теперь ножницами срезаю кутикулу. Устанавливаю ножницы перпендикулярно к обрабатываемой площади. Завожу нижнее полотно ножниц в зону синусов и маленькими шагами по 1,5–2 мм делаю срез. Маленьким шариком с красным маркером шлифую срез. При этом мой аппарат включен на режим форвард и скорость примерно 5–7 тысяч оборотов. Ну все, с пыльной работой окончено. Можно приступать к дизайну. Все ногти будут покрыты нежным розовым оттенком от Коди. И, конечно, 4 пальчика на правой руке будут разрисованными. Все, кому нравится, как я рисую, хорошего просмотра. Надеюсь, для себя вы подчерпнете много интересных фишек. Ведь мы постоянно должны развиваться и учиться чему-то новому.
Вот такой нежный дизайн у нас сегодня получился. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. И, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске. Давайте развиваться вместе.